Представители знака зодиака Водолей. Водолей, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, март 2024 года. И это не есть какой-то короткий промежуток времени размером в 1 месяц. Это, мои дорогие Водолеи, дистанция будет продолжаться до 14 апреля 2027 года. Март будет связан с теми событиями, скорее всего, которые у вас уже сложились на конец февраля. Это своего рода выход из повторяющегося сценария. Какая-то история жизни, которая как факт сложилась, возможно, на дату 19 февраля. Это продолжение тех тем и вопросов, которые как данность, может быть, нас заставляют принять сложную реальность и самим себе ответить на вопрос, что дальше. И обусловлено это выравниванием планеты Хирон с лунным узлом в знаке зодиака Овен. Хирон – символ израненного целителя или той священной раны, которая присутствует в жизни каждого из нас. Возможно, для кого-то из вас это глубоко личностная история или событие, о которой вы не расскажете никому. Из мифологии мы знаем, Хирон – это могучий кентавр, самый мудрый из всей плеяды кентавров. Это образ учителя и искусного врачевателя. Хирон учил астрологии, математике, астрономии. Хирон учил искусству охоты и искусству врачевания. Кто такой Хирон? Это получеловек и полуконь. Это соединение дикой природы, наших каких-то, может быть, сумасшедших желаний, мои дорогие, мечты, намерений и эмоций, и интеллекта, мудрости, хладнокровия. Парадокс заключается в том, что пострадал Хирон. Вот смысл этой священной раны. От того, кому помогал, кому доверял, кого учил. От своего лучшего ученика Геракла. Из-за отравленной стрелы, выпущенной Гераклом и случайно попавшей учителю в ногу. И Хирон не ставил перед собой недостойных целей. Но нам говорят, помни, кому помогаешь, помни, кого ты обучаешь, а также помни, что то, что ты делаешь из лучших побуждений или мотивов, не всегда может иметь достойное продолжение или достойный результат. И для кого-то из вас, как символ священной раны, могла сложиться достаточно сложная ситуация с людьми близкими. Это могут быть родители, могут быть ваши дети, или даже внуки, или те люди, которым вы доверяли, мои дорогие водолеи, кому вы всегда, может быть, помогали. И вот эта священная рана в каком-то повторяющемся сценарии. То есть сценарий имеется в виду, это то ваше окружение или те люди, которых вы не можете исключить, отменить из своей жизни. Но в то же время и самому нужно выйти из какой-то надоевшей, может быть, ситуации, какой-то сложившейся парадигмы, из тех разрушающих эмоций. Это своеобразная перезагрузка, чтобы суметь остаться самим собой, чтобы воплотить в жизнь свои лучшие намерения и желания, мои дорогие водолеи. И вот эта тенденция, она будет продолжаться до 14 апреля 2027 года, на время нахождения Хирона в знаке Овен. Но запускает смену как будто этой парадигмы, именно когда выравнивается планета Хирон с лунным узлом. Давайте мы узнаем. Конечно, подсказки карт часто совершенно не совпадают с астрологическими или с планетарными событиями. Но мы попробуем какую-то нашу ситуацию, поразмышляем, переложить на карты, на метафору. И определенно, я надеюсь, какие-то подсказки будут, как альтернативный вариант, почему нет. И первая карта, в какой сфере жизни, может быть, это наиболее ощутимо будет для вас, или что будет наиболее актуально, по крайней мере, в разрезе марта, или, может быть, как раз имеет продолжение на долгий период времени. Что же это? И что в связи с этим для вас важно знать? Достанем карту сюрпризы. Это то, что со знаком плюс. Что будет радовать вас, мои дорогие? Неожиданности. Что скрыто?
Что вам может помешать? Что вам будет помогать? И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, энергии посмотрим. Энергии денег и личная жизнь, как видят карты. Итак, какая же сфера жизни? Вы знаете, у кого-то столкновение с проверяющими органами, правда, или была какая-то, может быть, история, которая связана с юридическими оформлениями, соглашениями, подписаниями документов. Может быть, это была вами какая-то в прошлом сделана ошибка, которую вот вы теперь понимаете, что да, нужно было поступать как-то не так. Для кого-то из вас, мои дорогие, по этой карте мы случайно узнаем какую-то тайну. И в карте-то нам совет: докопайся до истины, до правды. Может быть, это ваше желание именно, ну, где-то снять как розовые очки. Не жить в плену иллюзий, мои дорогие. Все-таки это ваша энергия. Все мечи — это энергия воздуха, пространства. Как будто есть та точка невозврата, правда, от которой хочется оттолкнуться. Для кого-то из вас могла проиграться, ну, может быть, поездка, в которой вы тоже могли узнать ту или иную новость, или как извещение, информация, что-то становится явным тоже. И, знаете, по этой карте я не хочу больше обманываться. Хотя для кого-то из вас это может быть конкретный проект, в котором вы участвуете, потому что вас уговорили, мои дорогие. Иногда проходят по этой карте, или проходят скорее, те люди, которые, ну, так вот пафосно могут красиво говорить. И это все звучит привлекательно, нам хочется это слушать, нам хочется в это верить. А потом проходит время, и мы понимаем, что шли мы куда-то не туда. И вполне вероятно остались один на один с какой-то проблемой. И такое тоже может проиграться. Вот здесь каких-то повторений, правда, сценария не хочется. И эта карта, если мы говорим правды и конкретики, в любой сфере жизни может проиграться. У кого-то это правда выяснилось в личной жизни, у кого-то в вопросах работы. Что есть по факту? Вот для вас сейчас это как основа основ. Но давайте мы откроем, что важно знать. Вы меняете статус, но это может показаться, да, вот с учетом этой карты, когда об этом статусе, может быть, на данный период времени, когда вы смотрите видео, даже и в помине вы только можете мечтать, но не видеть какие-то возможности. Как раз вас могут столкнуть где-то обстоятельства, или вам приходится завершать как будто какой-то процесс, который был связан соглашениями с высокими чиновниками, опять же, документами. Или, мои дорогие, у кого-то столкновения с представителями власти, или, может быть, закона, охраны порядка, правопорядка. То есть всегда по карте император идет у нас структура, власть, какая-то система иерархии. Так вот, что важно знать? Соглашаться, мои дорогие, как будто нужно не помешать себе, пытаясь что-то доказать. К примеру, как чиновнику, вы пошли за, ну, каким-то банальным вопросом подписать документ или что-то решить, а вас как будто могут отбросить назад и сказать: нет, тебе перед тем, как ко мне, нужно еще в 3 кабинета зайти. И вы знаете, что важно знать? Нам быстрее будет в эти в 3, в 5, 10 кабинетов зайти, нежели устроить какую-то конфронтацию с конкретным чиновником. Если мы уважаем власть, что важно знать? Власть уважает нас, она как будто вам помогает. Вот вам, видимо, мои дорогие водолеи, какое-то ваше намерение, цель, желание нужно выстроить или построить, или создать в соответствии с законом и с какими-то согласованиями, которые предусмотрены, ну, может быть, в той местности, где вы проживаете. Меня смотрят люди из разных стран. Где-то продемонстрировать уважение к закону. У кого-то банально мог быть конфликт на работе, и причем с руководителем. И тогда с этим самым руководителем нужно какие-то, ну, такие добро понимающие отношения установить, контакт. И так бывает, совсем не важно, что мы с кем-то поругались, не нашли общего языка. Очень часто в нашей жизни бывают те самые парадоксы. Начинается наше взаимодействие с какого-то конфликта. Но после того, как мы проговорим что-то очень важное, наоборот, мы становимся лучшими друзьями. Или с кем прежде не сумели договориться. Следуя вот где-то в этом ключе, в этом фарватере, вы можете, наоборот, обрести помощника.
даже может быть. Итак, давайте мы сюрпризы узнаем. Карта Луна. Еще один старший аркан. Ну, наверное, все то, что я говорила о дипломатии где-то, да, по карте Луна это как раз проигрывается. Тут тысячи неопределенностей. Нам говорят, сюрпризы будут, но они будут совсем не так приходить, как вы это себе запланировали. Может быть, у кого-то из вас это, правда, история личной жизни или какая-то, ну, глубокая боль, которая вы никому не можете рассказать, или то, что где-то длится с юности, мои дорогие. Иногда, ну, знаете, в юности свойственно нам своеобразное бунтарство, когда мы нетерпимы к тому мнению, которое отличается от нашего. И порой мы переносим это на долгий период времени в нашей жизни. И как будто тут, знаете, в целом, если мы говорим по карте Луна, перед вами откроется очень много перспектив, если вы сумеете быть где-то хамелеоном, правда? Пусть не в этой колоде, мои дорогие. Есть такая колода 78 дверей, и у меня на ней есть расклады. Но просто это, чтобы понимание было больше, что будет помогать по аркану или каковы сюрпризы. И в карте изображен как страж дверей не кто-нибудь, а хамелеон, мои дорогие. И прежде чем попасть вот в это место безопасности, как будто нам нужно договориться с самим хамелеоном. Это как ключ двери, ну, своего рода символическое значение в этой колоде. И я к чему говорю? Что вам на пути будут встречаться разные ситуации, которые невозможно спрогнозировать. Когда больше где-то неспешной энергии или даже не торопиться, как будто поставить что-то в режим ожидания и лучше со всеми договориться, где-то, может быть, и придется быть манипулятором, но словно прочувствовать обстановку вокруг вас. Это все будет как и помогать, и может быть какой-то парадоксальный вариант. То, что вы думали, нет, этого не может быть, вы убедитесь, что может. Или в том случае, когда вы имели конфликт с человеком для вас нужным, важным, который на последующий период жизни тоже, вас судьба с ним сталкивает. Это как раз о том, о чем я говорила. Мы не можем это исключить. Может быть, работа любимая, но есть один персонаж, с которым, ну, очень сложно взаимодействовать. Значит, надо быть хамелеоном, мои дорогие, потому что не создать как будто себе проблем. И концентрация внимания помогает нам освоить новые методы, если мы про хамелеона. И как будто это сюрпризы. Вот действуя где-то в этом ключе, у вас могут открыться совершенно новые возможности там, где вы их не ожидали. Все решают люди. Давайте неожиданности посмотрим. Правда ожидания. У кого-то из вас личная правда ситуация проигрывается в семье, когда, может быть, и все движется со знаком плюс. Но есть вот та болевая точка, когда у меня в семье не все хорошо. Или, может быть, это касается ваших родственников, у кого-то родителей. Я не могу договориться. И тогда принять, что мы кого-то не изменим. А если нам судьба, ну, как будто заставляет снова и снова сталкиваться с этим человеком, то какую-то линию поведения, новую совершенно, как стратегию, вам придется отстроить. Но как будто адаптироваться в марте, мои дорогие водолеи, придется. Что же скрыто? Правда, какая-то священная рана или какая-то, ну, знаете, точка своего рода невозврата, какой-то прежней ситуации, когда вы либо вкладывались в человека, либо занимались каким-то проектом, у кого-то это предательство или полное непонимание вас, правда, или какой-то сложный период жизни, который был связан с каким-то разрушением или с тем, как, знаете, вам пришлось что-то преодолевать и где-то себя долгое время сдерживать. Но это вас изменило настолько. Вот это израненное сердце, оно уже теперь не болит. По этой карте мы действительно становимся сильнее. Почему? Нет эмоций ни одной. Все отгорело, все отболело. Это как, знаете, прозрачное сердце, как стеклянное, ледяное. Мы видим отстраненно любую ситуацию, любое проявление человека. Нас невозможно вывести на эмоции, нас невозможно купить, налезть, и нас невозможно расстроить, если кто-то с нами не соглашается. То, с чем вы столкнулись, сделало вас сильней. Что вам может помешать?
Вам нужно взаимодействовать правильно с теми событиями, которые будут происходить, мои дорогие. И может помешать что? Когда вы что-то отложите на потом. Или подумаете, что как-то ситуация отстроится сама. Это карта колеса фортуны. И, кстати, в этой колоде это как раз очень добрые какие-то события, словно сама Вселенная, пространство нам помогает. Но если в позиции, что может помешать, это когда мы надеемся на Его Величество случай, или что кто-то одумается, может быть, или сменит тактику, или проявится. Вот я только что говорила, да, как лесть. Может быть, человеку это выгодно. Он будет перед нами, ну, выстраивать какую-то более интересную для нас позицию. Тут вопрос не довериться тому, кому не нужно. Или не купиться на лесть, вот, кстати, может быть. Или где-то не подумать то, что если человек нам говорит какие-то не очень лицеприятные вещи, что начать себе сомневаться и думать, ну все пропало. Вот держите этот самый штурвал, вот эту рулетку судьбы крепко в своих руках. И нам говорят, если ты окажешься как будто в ободе, то тебя может выбросить наружу, а твоя задача быть в центре. Как будто в центре штурвала управлять событиями. Это значит быть готовым к неожиданности, мои дорогие. Вот тогда это будет помогать. А если мы где-то расслабимся, или понадеемся на людей, или на счастливый случай, то это будет мешать. Что же будет помогать? Когда вы будете сидеть одновременно на двух стульях. Вот если можно эту фразу переложить, правда, у вас будет очень прочная позиция, когда и вашим, и нашим. Правда, я не случайно, наверное, говорила про этого хамелеона, и у вас, кто знает, может быть, и в марте, а для кого-то из вас, это те энергии, когда это вам будет даже помогать до 27 года. Кто знает, Плутон в вашем знаке, и ваша миссия, мои дорогие водолеи, свое какое-то видение, намерение, цель, вашу миссию, я не побоюсь этих высоких слов воплотить в жизнь. Но люди-то разные, и поэтому отталкиваться от того, что взаимодействие какое-то есть. У кого-то это может быть две работы или два вида деятельности, когда я еще одно не могу оставить, и вроде бы как нужно продвигать второе. И правда, и это по этой карте проигрывается. Может быть, от вас это потребует определенного напряжения, правда, может быть, и времени потребует. Вот такое тоже может быть. Где-то быть, наверное, великим психологом, мудрым человеком, мудрым императором, мы сказали, да, корректировать мелкие планы, идти по ситуации и все равно оставлять какое-то свое намерение. Может быть, в последующем, когда прояснится какая-то обстановка, потому что по Луне нам говорят, так не будет вечно. Выглянет солнце, и все встанет на свои места. Но когда у нас словно темные периоды жизни, быть великим манипулятором – это самая правильная позиция и вашим, и нашим. Или держать какой-то нейтралитет, куда-то себя не поторопить, прежде чем какая-то история прояснится сама. Помните, ваша задача или что важно знать? Смена вашего статуса. И даже если тысячи неопределенностей, вам как будто отсюда, только вперед. Дела, работа, бизнес. Интересно. Выпадает карта справедливости. Это где-то все то же, что я говорила по императору, когда мы соблюдаем и систему иерархии, буквально закон, не нарушаем и будем честны с самими собой. Вот это в первую очередь по карте справедливость, весы, гармония, дипломатия. Уравновесить в себе эмоции, об этом тоже говорит карта. Ну и понятно, не нарушать закон. Поэтому если вы задумали, ну, какие-то перед собой ставите задачи, или организовать какое-то дело, или, может быть, это касается работы, не нарушать закон даже в минимуме. И я должна сказать, к примеру, пока Плутон в вашем знаке зодиака, это касается всех нас, не только вас, водолеи. Нежелательно играть как в азартные игры или участвовать в каких-то мутных сделках, потому что Плутон в вашем знаке, он проиграется, ну, как обратка, через какой-то период времени. Та история, где мы проучаствовали, но, может быть, она была какая-то двояка. Как будто законы могут поменяться, что-то могут пересмотреть, и через какое-то количество времени мы можем остаться один на один
с какой-то проблемой и решать ее в одиночку. Ну, я надеюсь, что это не для всех проиграется, но тем не менее, вот как будто думать это или, ну, понимать, что не время вот для какого-то риска. Вот это, мои дорогие, точно. Мы можем строить разные иллюзии или хотеть многого, но есть еще какая-то данность, реальность, и вам как будто от этого нужно оттолкнуться. Вот какой-то опыт, может быть, не должны повторить. Финансы. У кого-то финансовая сложная ситуация заставляет искать новые способы заработка. И опять карта говорит о том, что вы должны сохранить свои приоритеты, при том, при всем, чтобы не увеличить дистанцию конфликта. Это воина в душе карта, когда мы не значит, что мы соглашаемся со всеми, дабы снискать какую-то лояльность конкретного человека, персонажа, руководителя. Нет, мы остаемся верны своим принципам, но как будто дискуссия какая-то должна быть завершена. Вам может помешать конкретно, может быть, в заработках, когда вы будете кому-то что-то доказывать или будете упорствовать в том направлении, которое может быть не очень продуктивно. Мы ведь можем чего-то не видеть. Правда. А вот как раз допустить альтернативные варианты развития событий самое время. Знаете, вот, наверное, есть в медицине такой принцип по Боткину: не навреди. Вот у вас где-то срабатывает этот принцип. Не навреди самому себе, мои дорогие водолеи. Не создай себе противостояние. Не взрасти каких-то завистников. Не создай себе в окружении какого-то, может быть, злобного завистника, который будет ожидать момента и какую-то подножку, подвох вам предоставит, да, вам тоже придется с чем-то разбираться. То есть вот тут нужно быть таким прозорливым наперед, где-то предотвратить ненужное противостояние. Вот об этом нам говорит пятерка мечей, ведь это первая победа, по сути победа, но которая нам не приносит ни радости, ни смысла, ни вдохновения. Поэтому вот этого, как будто это может помешать в заработках конкретно. Мы достанем дополнительные карты, но я открою личную жизнь. А паж кубков, вы знаете, тут как раз есть человек, который вас поддерживает. По пажу кубков это вопросы у кого-то могут быть с детьми, или у кого-то из вас действительно личная история с конкретным вашим близким человеком. И с вашей-то стороны вроде бы есть эмоции, или со стороны человека в отношении вас, ну, может быть, есть какая-то грустная история, правда. А вам как будто это нужно перевести в опыт. Если как таковая дистанция, когда вы не поняли друг друга, присутствует. Вообще странно. Такие карты, мои дорогие водолеи, ну, что выпало, то выпало. Единственное, давайте мы с вами проясним. К примеру, вот эти две карты, они достаточно мелкого значения. И, ну, пятерка мечей, конфликт. Ну, хорошо. У нас конфликты по 1000 раз за день могут быть. Ну, я утрирую, но это как бы один из вариантов нашей действительности для всех нас, не только для водолеев. Что означает, каковы энергии, что по финансам нам скажут карты, как они пояснят. Или, а вот правда, посмотрите, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Вы не должны действительно себе помешать. Ведь у нас человек, который, посмотрите, как будто владеет пентаклями, как будто он их взвешивает, да, вот опять же знак весов, дипломатия где-то, расчетливость, мои дорогие, материализм какой-то. Вы можете себе либо, как я сказала, недопониманием с людьми, с которыми вы понимаете, что я их из жизни не исключу, мне придется с ними взаимодействовать, договариваться, это руководители, у кого-то бизнес-партнеры, но значит делать это как-то по-хитрому. Или второй вариант, рука дающего завтра может стать рукой просящего, мои дорогие водолеи. Вот как раз помни, кому помогаешь, как по Хирону. И если вы кому-то без конца помогали, как-то эту историю надо прекратить. Иначе вы себя обесточите или будут проблемы с финансами. Вот здесь все финансы, они должны крепко быть в ваших руках. Чего-то не упустить. Вот, видимо, по Хирону финансы у вас проигрываются. И, может быть, для вас, ну, или какой-то материализм, это не на первом месте, правда. Водолей — это всегда какая-то идея все же, да, это что-то более духовное, высокое.
И нам карта говорит, что вы можете верить в какого-то человека и помогать ему. Или вам могут быть интересны идеи, какое-то продвижение этого человека. Но чтобы не оказаться, наверное, как тот Хирон, и который пострадал от отравленной стрелы Геракла, а Геракл решил потренироваться в искусстве охоты не где-нибудь, а на пороге жилища Хирона, и поэтому стрела угодила ему в ногу. Мог бы он пойти в лес какой-нибудь, так нет. Он ему решил там что-то, может быть, продемонстрировать. Но это, понятно, мои догадки. Но итог-то плачевный. И поэтому не всегда ваши намерения могут получить доброе продолжение. Помни, кому помогаешь. Держите свои финансы или какую-то финансовую историю в своих руках и как будто сами принимайте решения. У вас должны быть всегда деньги. Не должно быть так, что я как будто себя обесточил, кому-то отдал. Или я вложился в какой-то проект. Или вы подумали, кому-то нужнее. Вот здесь буквально до копейки. По какой-то причине очень важно держать свои материальные блага в собственных руках. По пажу кубков. Пусть нам карта прояснит, что это или... По этой карте мы должны уйти, как и от недостатка, недопонимания, холодности в отношениях. И опять же решить какой-то финансовый вопрос. У кого-то финансовый вопрос – это камень преткновения, может быть, в вашей семье. И вы до бесконечности помогаете, может быть, есть в семье человек, который, ну, вот такой незрелый. У кого-то еще семейная история, когда вынуждены, может быть, помогать. Может быть, это тот человек, который даже и взрослый, но ведет себя как ребенок. Или тот, который, ну, как-то не может отвечать за свои действия или принимать какие-то важные решения, и вы, правда, кому-то помогаете. И вы знаете, все равно придется где-то искать среднее арифметическое, иначе вы сами себя обесточите в ноль. Когда такое впечатление, вот посмотрите по всем картам, что какая-то история у вас прежняя затянулась сверх всякой меры. Вот, наверное, это будет действительно какая-то проработка той священной раны или какого-либо повторяющегося сценария. Ведь это карта из прошлого. Здесь тоже как будто непонятности, а вам предопределена другая миссия. И вы от всего того, что в вашей жизни было, вы порядком устали. Поэтому найти где-то между, может быть, теми людьми, которых мы не исключим из нашей жизни, они останутся, но найти какое-то среднее арифметическое или какую-то точку взаимодействия и при этом себя не обесточив, не поставив на второе место. Для вас это будет важно. Что еще по личной жизни? Вот интересно. Тут, конечно, тысячи могут быть вариантов. Вы должны отстроить свое благополучие, надеясь на самого себя. Правда, материализм в вашей жизни присутствует от начала до конца. Вот посмотрите, королева Пентаклей – это как будто вы, мои дорогие, вот я спросила, что это значит, и как карта совет. Это ваша сильная позиция будет в том, когда вы сумеете уравновесить то, что сложно уравновесить, примирить то, что может быть непримиримо. По королеве Пентаклей какая-то идея, которая сначала у нее рождается в ментальности, она это создает в реальности. Почему всегда королева Пентаклей изображена среди райского сада? И по преданию этот сайт она строила своими руками. Поэтому она большая материалистка, но она умеет мечтать, она умеет мечты переводить в цели, а цель в реальность. Вот где-то в этих энергиях и вам нужно быть. Не просчитаться с чем-то. Может быть, вовремя кому-то сказать «нет». И где-то это будет для вас задача по 19 февраля. И не важно, что думают окружающие. Себя не поставить на второе место. И при этом суметь с кем-то договориться. Посмотрите, правда, финансы у вас как будто на первом месте. Или любая история, может быть, она касается и чувств, но в основе может лежать конфликт по финансам, по деньгам. Или если мы говорим по работе, то тоже какая-то финансовая история или история вашего заработка, может быть, дополнительных заработков. И если вы будете более чем прагматиком, реалистом, ну и где-то уметь ловко, как тот хамелеон, подстраиваться под ту ситуацию, увы, или адаптироваться, назовите это так, под ту ситуацию, которая существует в данный момент, у вас есть все возможности. И осуществить свою мечту, мои дорогие водолеи,
так и где-то изменить статус и совершенно другое качество жизни. Как будто ведь деньги – это способ, один из способов взаимодействия с миром. И каковы бы ни были ваши намерения, вы можете быть идеалистами, но существует, мои дорогие водолеи, какая-то реальность. И мы вот от этого способа денег, взаимодействия с миром не уйдем. Вот для вас задача может быть правильно для себя выбрать фарватер дальнейшей вашей финансовой истории. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. И, мои дорогие водолеи, решила такое нетипичное продолжение сделать нашего прогноза, расклада, показать вот эту карту, о которой я говорила, Луна. Может быть, кому-то это не всем, но кому-то это важно. Один раз увидеть лучше, чем 100 раз услышать. И вот посмотрите, вот этот самый страж двери в этой колоде, принципиальное значение имеют двери, открыты они или закрыты. Вот так выглядит карта Луна. У вас эта карта как будто сюрпризы, понимаете, возможности, по сути дела, определяет. Так вот эти возможности вот за этими дверями. Посмотрите, дверь поднаклонная. Под наклоном находится. Что это? Это олицетворение в этой карте Пизанской башни по задумке автора. Поэтому она под наклоном, и мы знаем, что даже если мы пытаемся открыть дверь, которая чуть наклонена, это сделать очень сложно. То есть не будет как-то легко, увы, мои дорогие. Но если мы говорим о месте надежности, Пизанская башня, хоть она и падает столетия, но она стоит очень надежно, еще столетия простоит. И как открыть? Нет замка, нет ключа. А именно вот этот хамелеон охраняет. И от того, как мы сумеем договориться с хамелеоном, будет зависеть наше благополучие и какая-то новая история жизни. Может быть, это то место безопасности или то место исполнения наших желаний, о которых мы на какой-то период времени еще не видим сейчас, может быть, этих возможностей. И девушка у нас беременная прогуливается по берегу, она как будто в ожидании. Да, карта говорит, выглянет солнце, все станет по местам. Но сейчас как будто необходимо договориться именно с этим хамелеоном. Вот мне интересно раскрыть еще эту карту Луна, и для тех, кто после видео продолжает смотреть, мои дорогие, правда, для кого-то, может быть, это интересно. Я достану на этой колоде уже карту и спрошу, что это может означать как совет от карт. Пусть нам пояснят. Не торопитесь, правда, посмотрите, карта умеренности. Самое главное – гармония в душе. И это не пустые слова. Понимаете, не должно быть какого-то рывка, импульса. Или когда мы кому-то что-то доказываем. Нет. Здесь как будто придется подождать, ведь шикарный, кстати, аркан. Дверь откроется сама, когда девушка наберет кувшины воды. Вот как будто так. Тут сами обстоятельства вам будут потом играть на руку, как будто. Но есть, видимо, и тот период, который мы должны, словно кешталь какой-то пройти. Что еще как совет от карт? Потому что вот вам выпадала карта императора, посмотрите, 9 кубков выпадает. Это карта самодостаточности, это карта исполнения желаний. Это карта, когда у нас все есть, и когда идет все ровно так, как мы этого хотим. Но, видимо, видите, с одной стороны потребуется терпение, а с другой стороны, может быть, вокруг вас вам может даже где-то, если вы немножко так поразмышляете, то можете прийти к выводу, вокруг меня, правда, одни хамелеоны, или я не знаю, как с этим взаимодействовать. И поэтому эти энергии совершенно необходимы, чтобы для себя суметь отстроить новое качество жизни. Это карта, которая говорит о тоже материализме, о деньгах, о финансовой безопасности, о финансовой стабильности, когда вы, вот как этот человек, управляете своей жизнью, своими финансами, и вот как будто вам преподносят желаемое блюдо на подносе. И если есть какие-то и были, они останутся, эти хамелеоны, где-то в образе вот этой собаки, которая подбирает то, что ей дали. Но вы знаете, как ваша какая-то цель, миссия, она должна быть, мои дорогие водолеи, осуществлена, даже если нужно подождать, и даже если вокруг хамелеоны. Будьте счастливы, мои дорогие.